Я расскажу о подкормке, которая позволит сделать вашу рассаду насыщенно зеленого цвета, хорошо развитую, крепкую, коренастую. А как известно, хорошо развитая рассада затем после высадки дает хороший урожай. Но прежде чем приступим непосредственно к осмотру рассады и я расскажу о самой подкормке, пару слов буквально напомню, что мы делали с этими растениями. Ровно 10 дней назад мы провели пересадку из кассеты в рассадные стаканы. Посмотрите, как выглядела рассада всего-навсего 10 дней назад. Вот в таком объеме рассадной ячейки дальнейшее развитие корневой системы было бы весьма затруднительным, а рассада, находясь в плотном состоянии, могла бы просто-напросто потянуться. Именно поэтому мы провели пересадку из кассеты в рассадные стаканы объемом порядка 280 мл. Друзья, прошло всего-навсего 10 дней, и посмотрите на эти растения. Они существенно увеличились. Мы провели им некоторую расстановку. Да, можно было бы оставить их еще пока в составленном состоянии. Они коснулись, конечно, листочками, но это еще не критично. Но поскольку у нас есть место на стеллаже, все-таки мы не затягиваем с расстановкой, не ждем, пока растения начнут вытягиваться, мы проводим им расстановку. Итак, чем же проводить подкормку? Друзья, несколько вариантов сейчас я вам озвучу. Мы будем проводить подкормку из расчета 15 грамм удобрения 20-20-20 и плюс 5 грамм магния сернокислого. Все это размешиваем в 10 литрах воды и проводим подкормку под корень. Когда проводить подкормку? Когда растения будут выглядеть приблизительно вот так. Растения не должны быть слишком маленькие перед проведением подкормки, но и тем не менее они не должны быть слишком большие. То есть приблизительно вот такой вид, когда они приобретают, мы и проводим эту подкормку. Проводим под корень. Какое количество воды? Ну, чтобы вода не вытекала. Настолько обильно не надо проводить ни поливы, ни подкормки, чтобы вода не вытекала из дренажных отверстий, друзья. Поэтому умеренные, чтобы почва смочилась, но вытекать не начала. Это первый вариант проведения подкормки. Что делать, если у вас нет вот удобрения 20-20-20? Возможно, у вас есть удобрение 18-18-18. Вот, кстати, удобрение Мастер, а это у меня удобрение Мастер, но у них целая линейка по разным формулам, поэтому у вас, возможно, будет удобрение 18-18-18, и вот в 18 удобрении магний уже присутствует. Тогда магний сернокислый в 18-ю формулу добавлять не надо. Там просто берем 20 грамм удобрения 18-18-18 и проводим подкормку такую же, о которой я рассказал. 20 грамм удобрения на 10 литров имеется в виду воды. Поливаем под корень. Друзья, если у вас нет удобрения 18-18-18, тогда можно совместить два других удобрения. Аммиачную селитру, это одно из самых распространенных и недорогих азотных удобрений, из расчета 15 грамм аммиачной селитры, и приплюсовать к ней магний сернокислый из расчета, опять же, порядка 5 грамм магния сернокислого. Все это разводим в 10 литрах воды и проводим подкормку под корень. Ну, все как обычно. Друзья, если у вас нет аммиачной селитры и магния сернокислого, тогда можно провести такую же подкормку по своему воздействию, которая будет приблизительно, она не будет одинаковой, конечно. Вот эти подкормки по-своему все разные, они не будут одинаковыми. Но вот потребности перца на данный момент они возместят, тем не менее, всем необходимым. Так вот, если у вас нет то, о чем я сказал, друзья, можно провести подкормку магниевой селитрой. В составе магниевой селитры присутствует у нас азот и магний. Ну, по-другому магниевая селитра называется нитрат магния. Из расчета 15-20 грамм на 10 литров воды. Друзья, 3 варианта подкормки я вам сейчас в одном видео озвучил. Вот, собственно, все, что хотел рассказать в этом видео. Я думаю, какой-либо из вариантов проведения подкормки сладкого перца на таком этапе развития вы для себя выберете, проведете и посмотрите на свои растения через 10 дней. Но прежде еще хочу напомнить, друзья, что кроме подкормок и питания, которое есть в почве, в которой растут растения, также важно это свет, температура и влажность. Не пересушиваем,
не подвергаем воздействию, ну, темноты длительному. Надо, чтобы света хватало перчику, любым растениям, да. И, конечно же, температура. Перец и баклажаны – это теплолюбивые растения, поэтому лучше всего они будут развиваться при температурах от 20 до 25 градусов выше нуля, при условии, что вы их, конечно, расставите. Вот, собственно, все, что хотел рассказать в этом видео. Спасибо за внимание. Желаю вам крепкой рассады и, конечно же, крепкого здоровья. До свидания.